Всем привет, друзья! Ой, ну и жара, сегодня за 30. Зайду-ка я в дом. Посмотрим, какой ты смелый. Ну чё? Вот, куда побежал? Замахал крылышками. Очень полезно для поджелудочной железы, для печени. Кто это сделал? Кто сделал кака? Это что такое? Это что такое? Или ты в туалет просился? Друзья, вы нам в Максе посоветовали уложить на дно картон. Я принес несколько листов картона, нарезали мы их и уложили. Сейчас будем, для того, чтобы корни не прорастали. В принципе, грунта здесь достаточно. Вот, но я думаю, все равно со временем картон сгниет, перепреет, и корни наши... Ого, бахнуло. Вот оно, видите, вот. Я еще не затягивал. Короче, ветром это все. Вот. И еще смотрю, вот здесь что выпирает прям. Да, поликарбонат такая вещь. Ну ладно, посмотрим, понаблюдаем за ним. В принципе, здесь тепло, неплохо. Как он себя будет вести, не знаю. Какой будет урожай, тоже не знаю. В общем, Катя уже притащила мешок. Что ты сама притащила? А, ты легкий взяла. А, вот этот, который отсюда? Да. Все, сейчас будем засыпать, ребята. Что ж, мы закидали сюда конский навоз. Перегной, вернее. Вот, начали засыпать землю. Катя уже разравнивает. Жарко сегодня неимоверно. Я нас не показываю, потому что я вообще сегодня в одних шортах работаю. Жарко, жарко. 30-очка, наверное, есть, не знаю. Но жарко, реально жарко. Это пустые мешки. Все это потом отдадим. У меня мешков сейчас достаточно. Это все отдам. Фух, очень выручает вот эта тачка. Кто будет переезжать из Германии, берите такую тачку. Здесь такие тоже продаются, но если вы найдете с резиновыми колесами, здесь колеса пластиковые, здесь вот одно получается пластиковое колесо, вот это вот уже одно российское, одно немецкое. Я боюсь, что проколется. Ну, как бы можно заклеить, но это Марокко. А здесь от иголок, иголок от всяких кустов много и прокалывается часто. Это нервирует, это лишняя забота, работа. А так поставил пластиковое, да, идет жестче, идет чуть-чуть тяжелее, я бы даже сказал. Но ничего, зато не прокалывается. Так что, если что, имейте в виду. Меня уже не раз спрашивали, где брал. Я говорю, да на Озоне такие продаются здесь. Я не могу сказать, какое качество, но вот это качество хорошее, точно. Это уже на лет 25, 23 где-то года этой тачки у нас. Итак, нам хватило, я рассчитывал, что примерно нам хватит вот до сюда. Вот, до сюда, но видите, немножко меньше все равно. Немножко больше надо будет. Но я взял на 2 мешка больше. Надеюсь, что нам хватит. Все. Теперь нам только сюда вот должны будут привезти. Вот эти вот 2 ячейки. Но здесь примерно 10 мешков должно уйти. 10-11. Вот и все. А потом следующую ставим сюда. Вон ту, которая давно стоит, ждет там. Она сейчас просто мешается, поэтому мы не устанавливали. Да и жарко сейчас, очень жарко прям. Надо еще сетку купить. Да, весна, время расходов, большие расходы, теплицу. Кто-то писал нам, в чем проблема, сходить на озеро, там, накопать земли. И меня арестовали бы за это, ребята. Вы что, столько земли накопать? Грубо говоря, здесь где-то 9 кубов. 9 кубов земли. Я бы, что там, второе озеро выкопал. Или Черное море. Нет, нет. Так. Да и представляете себе, как бы это выглядело. Землю с озера в мешки сюда. Неизвестно, что бы мы завезли, какую землю. Завезли бы кучу всяких болячек, я не знаю, чего там. Всяких жуков, не знаю, всего. Поэтому нет, нет. Взяли нормальную землю, привезли уже хорошую, там уже все размешано, все по уму, все продумано. Сразу сделать все по-человечески. Все, зашел в тенек, здесь тенечек, прям прохладненько. Ой, ребята, вообще капец. Я в одних шортах. Сосед косит траву, и мне тоже нужно. Но посмотрите, какое здесь бесценное богатство. Вот эти одуванчики. Я уже взял кружку для того, чтобы их сейчас собрать.
Сейчас соберу, залью их водкой, и будет у нас прекрасная настойка, друзья. Очень полезная, кстати. Никогда такой не делал, всегда мечтал и все время забывал, потому что скосишь траву, одуванчиков нет, потом позже, а потом некогда, и все. В этом году я собрался. Сейчас я соберу, ну, примерно на литровую банку. Сегодня купили уже водку, спросили в магазине, какая хорошая. Не знаю, хорошая, не хорошая, то есть видно будет позже. Ну, там ее пьешь все равно не стопорями и не стаканами. Там пьешь ее по сколько-то капель, там что-то там такое. В общем, там совсем немного. Вот, так что сейчас я буду собирать одуванчики. Так что чем мы занимаемся в России? Собираем цветы, одуванчики. Ну вот, ребята, насобирал я одуванчиков. Сейчас буду сюда в банку их собирать. Посмотрим, что у нас получится. Достаточно или мало. Ну-ка, иди сюда, ближе. Что-то Катя там тоже размешивает. Что ты размешиваешь? Ну, для профилактики от фитофтора, от болезни всей. Перед высадкой и после посадки. Как называется? Ордан. Орда? Ордан. Я думал, орда. Так. Каждый, короче, свое готовит. Я сейчас буду заливать водкой. Не знаю, надо же немножко места оставить, по идее, для водки. Одуванчики такие красивые. Запихаем все, не запихаем. Ну-ка. Они сразу сворачиваться начали, представляешь? Вяло сразу. Нет, они прям сворачиваются, смотри. Угу. Закрывается. Закрывается, ага. Так, ну я думаю, вот этого достаточно. Сейчас я водку принесу. Фу, запах, конечно. Так, да. Заливаем водку. Слушай, мало водки. Самогону? Он вонючий. В общем, друзья, нас как-то приезжали к нам гости, привезли нам самогонку. Но мы ее не пьем, поэтому она стоит уже года 3, да? 2. Короче, Катя что-то там делала, куда-то добавляла по чуть-чуть. И вот у нас осталось. Ну, вот такой запах, я вам скажу, конечно, самогонки, я помню. Еще по Казахстану запах самогонки. Ну, смотри, слушай, как раз полная получилась. Все, короче, пускай вот она теперь. Дай крышку, пожалуйста, Катя. Сейчас все там, если жуки, муравьи, они все там пьяные сейчас. Здорово. Оденешь крышку, пожалуйста. Все. Теперь занесем ее домой. Занесем домой. И в доме ее нужно будет взбалтывать раз в день. Хранить в темном месте. В общем, она очень хорошо действует на желудочно-кишечный тракт. Это настойка. Ее по несколько капель там на воду, ну, в воде растворяет. Вот. И очень полезна она для поджелудочной железы, для печени. В общем, ребята, вот такой красивый получился букетик. Красиво, да? И в кунсткамеру ходить не надо. Я люблю делать вот эти всякие настойки, какие-то на травах, там травы пить. Ну, травы я пью, а настойки у нас, получается, они стоят. Я потом вообще забываю, я их сразу не подпишу. А потом я даже не знаю, а что это за настойка, для чего я делал, от чего, на чем, вообще не помню. Вот. Я из всех настоек, которые у нас стоят, я знаю только 2. Первую, потому что в ней адамово яблоко, так называемое. Это я из Крыма еще привез, настойку сделал. Мы еще ни разу не натирались, не пробовали. Представляете, уже 2 года прошло. Вот. А вторая, это вот, которую я делал в последнюю очередь, по-моему, в том году. Это настойка на укропе. То есть просто на укропе сделана. Тоже она для желудка, если желудок болит. Но мы тоже ни разу не пробовали.
В общем, делать интересно, все делаем, заготавливаем, вот. А пользоваться пока не пользуюсь. Скоро черешенки будут. Еще цветочки, видите, вот не везде еще превратились в ягоды. Здорово. Это здорово, что не все сразу, что некоторые крупные, а некоторые еще в завязи, вот видите. Это здорово, потому что, ну, иначе была бы вся черешня сразу, разом, махом одним. И это было бы не очень. А желтая, ну-ка. Есть в этом году желтая? Или отдыхает? А есть вот немножко, но немножко. Ага, немножко вижу. Цветы. Пустоцвет? Нет. Вот смотрите, есть желтая черешня. Нам ее, кстати, надо опрыскивать. Возможно, даже сегодня. Но сегодня немного у нас ветрено. Что не есть хорошо. Да-да. Так. Я думаю, отлично. Хорошо, когда компрессор есть. Кстати, так. Должны были по работе прислать что-то в Телеграме. Но так и не прислали. Пока ничего нету. Ладно. Целая теперь проблема. Кто-то хочет что-то тебе прислать. Я говорю, пришлите в Максе. У меня Макса нет. Пришлите в Телеграме. Вот он в Телеграме теперь шлет. А что он шлет? Сколько шлет? Ему надо быстро заварить. Он должен ко мне приехать. Ну, пришли в Максе. Нет, Макса нет. Так, давай-ка мы тебя... Пойдет? Я думаю, пойдет переднее колесо, чтобы сильно не было. По сварке человек позвонил сегодня и говорит, заварить можем? Я говорю, можем. Сейчас пришлю фотку. И все. И фотки нету. Видимо, связи нет у него. Привет, малышня, привет. Ой, какой кошмар. У вас в доме завелась говорящая голова. Не клюют камеру. Что ты клюешь камеру? А тебе не еда, между прочим. В общем, дорогие друзья, у нас опять вылуп. И снова вот такая, столько вот таких маленьких радостей. 90 с лишним штук. Кто-то бегает, кто-то спит. Так, вот включим красный свет, чтобы вам было видно лучше. Их как раз. Вот такие вот ребятки веселые. Просто красавчики. Да, малышня? Ты такой хороший. Ну что ты, куда ты? Ну, куда ты? Ты самый любопытный? Иди сюда. Давай. Посмотрим, какой ты смелый. Ну чё? Вот, куда побежал? Ты махал крылышками. Ой, хорошо не на голову. Ну, и чё? Чё, ты боишься, что ли? Да ладно, не бойся. Ну, куда ты? Ну, смелел ты, смотри, уже. На вторые сутки-то. Какой ты смелый стал. Да? Иди сюда. Малыш. Иди сюда. Хотя. Кто это сделал? Кто сделал кака? Это что такое? Это что такое? Или ты в туалет просился? Им явно понравилось камера. Ребята, что-то дают. Всем привет, друзья. Ой, ну и жара. Сегодня за 30. Зайду-ка я в дом. Всем привет, друзья. Вы на канале Жить в России. Да, на улице у нас жарко.
Белгородская область, она отличается теплым климатом, особенно летом, конечно. Хотя теплая погода, наверное, сейчас во многих регионах России стоит. Как вы уже видели и слышите, у нас теперь цыплята. Это второй вылуп. Значит, сегодня забрали 10 штук, под вечер заберут еще. Я сейчас не помню, по-моему, 20, и завтра еще заберут 15. И потом будем делать объявление уже в сельский чат, чтобы остальных уже продать. Если кого-то не продадим, мы оставляем их себе. Посмотрим, может быть, на мясо пустим, может быть, еще как-то. То есть, ну, посмотрим по обстановке. Ролик для тех, кто собирается к нам переехать в Россию. Немало из разных стран людей интересуются и спрашивают, как там у вас жизнь, расскажите, то все. И вы знаете, я иногда ловлю себя на мысли, что те привычные вещи, которые для нас уже привычные, я о них просто не рассказываю. Я вам расскажу вот сегодня такой пример. Сегодня буквально вот мне заказали изделие, а у меня нет материала на это изделие. То есть мне нужно определенное там сделать, ну, нестандартное, значит, изделие. Человек попросил сделать. Я сначала хотел отказаться, потом думаю, ну, не буду отказываться, возьму и сделаю. Как оказалось, человек живет в Минске. Ну, а когда я заказываю, я обычно ориентируюсь по ценам и по отдаленности, чтобы это было не так далеко и чтобы было подешевле. Ну, это понятно. То есть, звоню, поднимает там девушка, и девушка просто вот ни рыба, ни мясо. Ничего вообще, никакая. То ли, может, на жаре ее разморила, я не знаю. Я ей говорю, мне нужно вот это, вот столько. Ну, конкретно там труба нержавейка нужна, определенный диаметр. Мне нужно 3 метра. Ой, 3 метра, я не знаю. Надо думать, надо смотреть, надо на складе узнать. Вы напишите нам на электронную почту, я отправлю им, посмотрим, есть или нет. Я говорю, а по цене? Ой, это тоже надо с ними. Это офис, говорит, надо узнать со складом, сколько будет, какая цена. Интересно, думаю. Склад, просто склад выдает обычно. Ну ладно. Я говорю, давайте, чтобы быстрее, просто скажите мне цену за 6 метров. Я 6 куплю. То есть, ну, мне важно сейчас время вот обслуживания, так сказать, да, чтобы мы сейчас с вами быстрее договорились. 6 метров. И я чувствую, ей тяжело и 6 сейчас искать. И она что-то искала, она что-то там думала. Может, на первый день на работе, я не знаю. Думала. Что-то там как-то все никак. Назвала мне цену примерно. Но я думаю, там это 6-метровая, ну, наверное, 1013 будет. Вот так вот, представляете? Ну, мне цену надо конкретно. Я приеду к вам, ну, 1013. Это прежде скажет, я 13500, да я же вам говорил. То есть, ну, вот так, да, это. Нет конкретики, да. Вот. И я по мере разговора с ней и в мере ожидания я просто сижу, слушаю и думаю, она здесь вообще или нет? Вот. Я думаю, или трубку положить уже просто, или дослушать ее до конца, что она все-таки там объявится. И вот, ну, она ответила насчет 6 метров, да. Потом я ей говорю, а еще вот такой диаметр, мне нужен еще другой диаметр трубы. Ну, там клиент заказал определенное, да, как я сказал. То есть еще дополнение должно быть. Она говорит, ой, это вы напишите на электронную почту. Я отправлю на склад. Они посмотрят, они узнают, они напишут, они сообщат. И вот так все это. Я понимаю, что на электронку писать, она не хочет обслуживать, она не хочет работать. То есть я вижу это по разговору, и я понимаю, что она думает, ой, отстанет от меня со своими заморочками какими-то. Вот. Я думаю, так, в общем, все, мы с ней попрощались, я понимаю, что никуда я ей писать не буду. Я набираю, захожу в Google, набираю, значит, труба нержавеющая в Белгороде, и мне попадается, значит, знакомое название. И я звоню туда им, думаю, что-то давно я у них там не был. Звоню им туда, тут же девушка поднимает и мне объясняет и говорит, да, вот такая есть, хотите метр, метр вам, пожалуйста. Сколько вам нужно, столько мы вам и отрежем, значит, без проблем. И причем еще и дешевле, чем у той. Ответила конкретно, по делу, по существу. Я говорю, второй диаметр, вот такой, вот такая стеночка. Она говорит, какое покрытие? Вот такое покрытие. А такое подойдет? Я говорю, такое еще лучше будет. Отлично, хорошо, вот такая цена. Четко, ровно, вот до рубля цену называют, как и должно быть, в принципе. И я думаю, да. Ну, я не знаю, я бы такого работника, как вот первая девушка, я бы такого работника у себя не держал бы. Потому что
она отталкивает клиентов. У тебя просто бизнес, ну, твой, в который ты вкладываешь деньги, ты же платишь им зарплату, ты в этот бизнес вкладываешься, а они тебе в нем препятствуют в развитии. И это вообще, эта модель, она не работает. Если ты работаешь на себя, и у тебя люди, которые тебе помогать должны в этом деле, да, в развитии. Поэтому я бы подыскал работницу, которая вот номер 2. Спокойно, четко, по делу, с сознанием своего дела. Поэтому, друзья, если вы приедете в Россию, я не знаю, с какой страны вы приедете. Если вы приехали из Германии, напишите, кстати, сегодня в Германии есть еще такой порядок, что ты позвонил, тебе конкретно объяснили, и ты конкретно купил. Или же тоже уже все поменялось, потому что мне уже говорили, как там почта работает, как там посылки выкидывают, пропадают и скрывают, и многие разные другие проблемы, там все это. Я уже меньше вникаю в это все, потому что слишком много всего и просто перегруз по информации. Отовсюду столько всего происходит. И в политическом русле, и вообще просто вот и в экономике, и в простой жизни. То есть очень много всего меняется и присылают какую-то информацию печатную, и видеоролики, и люди рассказывают, и много чего. И вот то, что пенсию сейчас в Германии отменяют, или вернее она будет, фактически отменяют, то есть она к социалу будет приравнена, и все. Вот. Мне писали, кстати, об этом и говорили, что как вы там собираетесь выживать. И вот в Германии вот у нас пенсия такая, что мы себе можем многое позволить. В России пенсия мизерная, она маленькая, на нее тяжело жить. Вот. И сейчас вот такая вот новость. Поэтому, друзья, хотел вас тоже предупредить, что если вы приедете, чтобы вы не, как говорится, розовые очки снимали бы, видели реальность. В одной фирме может встретиться вот такой работник, в другой фирме будет другой. В одном и том же магазине, вот я беру в строительном магазине часто какие-то вещи там. В одном и том же магазине новый работник появляется, я, кстати, его не видел, вчера мы там были, больше я его не видел. Просто как будто в штанах, знаете, у него, как говорится, навалил в штаны, ходит вот так вот. Ходит, все весь спустя рукава, ни толком не работать не хочет, ничего, какой-то дерганый весь, какой-то нервный. Вот просто он отталкивает уже от этого магазина, потому что ты приедешь туда, и вот такое чудо будет тебя обслуживать, и просто он весь нервный. Чё сразу не даете это? Вот это надо, вот это. То есть, вот может быть такой человек, да? Но последний раз я его не видел, поэтому я думаю, что хозяин магазина достаточно мудрый человек и поставил на его место, там вчера другой мужичок был, другого работника, который будет нормально общаться с людьми, нормально обслуживать и будет дорожить своей работой. Поэтому, если вы собираетесь в России, то имейте в виду, что может быть просто вот такое тоже может быть. И этого, в принципе, еще достаточно, к сожалению. Потому что в России, знаете, с одной стороны, легко работу поменять, легко ее найти, легко ее просто также попрощаться с ней. Сегодня тебя стрижет парикмахер, которая вообще по профессии медик, и говорит, я пошла сюда, потому что я хочу вот это сейчас освоить. И она еще опыта не имеет. Она 25 лет проработала где-то в больнице, а сейчас она решила стать парикмахером. Вы понимаете, вот это все такое. А завтра ей не понравится парикмахером. Нет, она неплохо постригла меня, все, я ничего не говорю. Но просто завтра ей не понравится парикмахером. Она завтра пойдет продавцом работать, где зарплату предложат нормально. Ее там обучат быстренько, она будет работать. То, что немцы называют флексибилитет. Sei flexibel, да. То есть быть вот таким вот, легко подстраиваться под новые реалии. В России это работает. Но в этом есть огромный минус. То есть человек пришел, ему не понравилось, ему на все начихать, он просто все бросил и ушел, он свою работу не доделал. Это огромный минус. Плюс в том, что ты не обязан сидеть, держаться за одну работу. И если ты всю жизнь работал с деревом, то тебя никогда уже не поставят на работу с металлом, грубо говоря. Да, вообще без проблем. Иди и пробуй, и делай. Вот это большой плюс. Но чтобы вы знали, что вам, возможно, может встретиться такой работник, которому просто ничего не надо.
Это может быть, не знаю, на Авито продавец такой. Один, вот говядину покупаем, парнишка из Дагестана, он максимум уважения. Он привезет все чистенько разделано, все порублено, все сложено в коробочку, уже целлофан снизу, чтобы не текло. Все аккуратно, без крови, без грязи, все. Но единственное, что когда, да, рубят, то щепки летят, да, там косточки есть. Иногда я прошу, чтобы, допустим, не рубили, привезли целиком, и я распиливаю, тогда меньше косточек. То есть это уже нюансы. Но он с уважением, он спокойно, мы обговорили. Он говорит, сделайте мне рекламу, я вам сделаю скидку на мясо. То есть вот какие-то вот такие моменты, да. И я вижу вот действительно подход человека, когда он любит свою работу, он любит свое занятие. Во-первых, они разводят этих бычков, этих коров, телок, по-моему, они разводят. А во-вторых, они сами их еще режут и сами же распродают и развозят. Это, ребята, не так просто построить такой бизнес, я скажу вам. Вот. Это просто маленький пример, когда человек знает свою работу, любит свою работу. И вот с моей стороны максимум уважения к такому человеку, который знает, как все это, как лучше все сделать. Да? Вот, поэтому, если вы сюда приедете и вы считаете, что что-то не так, что что-то неправильно, я вам хочу сказать, делайте правильно, развивайте свой бизнес. Вносите, скажем, больше культуры общения, больше уважения, больше улыбок. Хотя в России сейчас это тоже очень на достаточно хороший уровень поднялось. Допустим, мы когда приехали, хотя у нас уже и было, у нас в нашем поселке в любой магазинчик зайди, было всегда вежливо, хорошее обхождение, и всех в лицо даже помним до сих пор, продавцов, продавщиц, все были вежливые, да. И местные были, и приезжие были. И вот это было, сразу тогда заметно. Вот. И есть, конечно, какие-то минусы. Есть не без этого. Но, друзья мои, это все меняется в лучшую сторону. И вот таких работников, как вот эта вот девушка, которая первая, да, о которой я рассказывал, их становится все меньше, потому что в наших реалиях, в реалиях конкурентоспособности, да, ты просто должен искать себе работников, которые будут нормально общаться с людьми, культура общения, смогут тебе правильно посоветовать, объяснить, рассказать. Я помню в Калининграде, когда я только приехал, и в первый год я поехал в сам Калининград, и там я зашел в сварочный магазин. Я не мог пройти мимо. Магазин сварочной техники. Я увидел там полуавтомат. Какой это был красавчик. Это красавец был просто. Он стоял, он был прекрасен. Замечательная машина, классная. Вообще, я не буду вам все технические моменты описывать, это для вас не важно. Вот, хотя вот у меня перед глазами стоит этот аппарат. Прекраснейший, замечательный. И когда я разговаривал с этим парнем, а я еще некоторые слова не знал, как они по-русски звучат из технического языка. Я ему говорил, вот это там, штуковина, там вот это. Он мне все эти слова, да, по-русски объяснял, рассказывал. И он был настолько профессионален, он настолько четко мне объяснил, рассказал, он каждую детальку. Я любой вопрос затрону. Он объясняет, смотрите, когда вы варите, у вас там, помните, понимаете, вот здесь так, да. Я говорю, а вот эта тонкость какую-то. Он говорит, эту тонкость он раз тоже подмечает, знает о ней. Вот это расскажет, вот это. То есть человек, который реально знает сварку. Не просто менеджер, который вообще вчера он, не знаю, там где-то в магазине электротехники торговал компьютерами, а сегодня пришел в сварочный аппарат и вообще ничего не знает. Это человек, знающий свое дело. Молодой парень. Не знаю, ему было, может быть, лет 25. Шикарно знает свое дело, объяснил все. Вот человек, который знает свою работу, любит свое дело, и просто приятно с таким пообщаться. Поэтому таких людей, их становится все больше, особенно в частных магазинах, да и в больших магазинах тоже. Я думаю, что я вас предупредил, то есть, чтобы вы знали, что такое есть. Что такое есть и другое. Вот две стороны одной медали. Все, друзья, и напишите в комментариях под видео, как сейчас в вашей стране. Вот сегодня пришел мужчина и хотел цыплят, заказывали цыплят у нас, хотел забрать и говорит, а можно мне так, чтобы один петушок, остальные курочки?
Знаете, но с одной стороны, если я ему сейчас разрешу это дело или как соглашусь на это, то другие, кто приедет, с ними я поступлю нечестно. То есть петушков всегда больше, всегда, вот просто в любом выводке петушков больше. Вот. И мы также покупали, да, купили там 60 яиц. У нас было тоже там петушков штук 25. Ну а куда ты денешься? Ну их так вот, так оно получается. Их просто на мясо пускаешь и оставляешь себе курочек на племя. Ну что ж, друзья, я хочу съесть помидор розовый. Он лежит, так на меня смотрит. Красиво. И солонка стоит с солью. Вот. А на улице жарко. Я не знаю. Я хотел сегодня ехать за металлом, но решил ехать завтра. Завтра с утра, потому что, может быть, с утра не так жарко будет. А сейчас жарко-жарко. А в машине, еще и в городе там. Нет, что-то не хочется. Ну, ладненько, хорошо. Рыжий, проснулся? Он спит еще маленький. Спать хотел, да? Маленький. Ну, все хорошо. Кстати, в Максе, друзья, я сегодня выставил маленький ролик о том, каким видят нас цыплята. Какими. Представляете, вот такая большая голова заглядывает к ним, а потом рука лезет. Это страшно. Так, я закрываю окна, потому что солнышко приходит на эту сторону. Пойти в мастерскую, там чуть-чуть прохладнее. Знаете, когда такая жара, не хочется ничего делать. Ничего. Сейчас я включу кондиционер. Все, 20 градусов. Сейчас будет прохладнее.